Отец, во имя Иисуса, we're hungry for you today. сегодня мы голодны по Тебе. We're more hungry for you than yesterday. Сегодня мы больше голодны по Тебе, чем вчера. Lord, this morning I'm asking that you would honor us with your presence. Господь, я прошу Тебя сегодня утром, чтобы Ты Holy почтил нас своим Spirit, I'm присутствием. asking that you would literally fill this sanctuary. Дух Святой, я прошу, чтобы Ты буквально наполнил это святилище. Because in your presence there's life. Потому что в Твоем присутствии есть жизнь. And in life there's healing. И в жизни есть исцеление, Soundness of mind. здравомыслие, Restoration. восстановление, Wholeness. цельность. So this morning, Lord, И Господь, сегодня утром invade this sanctuary. вторгнись в это место. Come to us, Lord. Приди к нам, Fall Господь. upon your people. Сойди на Твой народ. And bring life. И принеси жизнь, Bring strength. принеси силу, Bring hope. принеси надежду. In Jesus' name. Во имя Иисуса. This morning, Сегодня утром speak to us again. снова говори с нами. Your word. Говори к нам Твое Open our Слово. eyes to see. Открой нам глаза, Our чтобы ears видеть, to hear. и уши, чтобы And give us слышать, a heart to и perceive. дай нам сердце разуметь. In Jesus' name. Во имя We Иисуса. give you the glory. Мы воздаем Тебе And славу the honor. и честь And the и praise. хвалу. In Jesus' name. Во имя Now Иисуса. let's thank him. Теперь давайте Let's благодарить thank Его. him. Давайте благодарить Его. Hallelujah. Аллилуйя. Hallelujah. Hallelujah. Oh, let's thank him. Давайте благодарить Его. Yes. Да, We love you. мы любим Тебя. Jesus. Иисус. Jesus. Иисус. You are King of kings. Ты царь царей. You are our Lord. Ты наш Our Господь. champion. Наш Our чемпион. life-giving God. Наш Бог, дающий жизнь. We worship you Мы this morning. поклоняемся Тебе сегодня утром. Hallelujah. Аллилуйя. Hallelujah. Аллилуйя. Isn't the Lord wonderful? Разве Господь не Isn't he прекрасен? wonderful? Разве Он не прекрасен? You know, I was just thinking while we were worshiping Пока мы поклонялись, я думал, how personal he is. насколько Он личный. You know, sometimes we come to these meetings Знаешь, иногда мы приходим на такие and служения, our focus is on the platform. и мы сосредотачиваем свое внимание на сцене. But in reality, Но в реальности the Lord Господь, is so in love Он настолько любящий, and so interested и Он in every настолько one of us. любит и настолько From заинтересован the каждым very из нас. farthest corner Даже во всех, кто сидит to от the этого top of the угла balcony, до самой вершины every балкона, person в каждом человеке Он He's заинтересован. here. Он здесь, to minister to, чтобы to послужить, reveal himself чтобы to. открыть себя Can you say amen? каждому. Ты можешь сказать аминь? Let's thank him for his love. Давай Let's поблагодарим thank Его him за for Его his любовь. love. Давай благодарить Его за Его Thank you so любовь. much. Большое спасибо Тебе. Come on, thank him. Благодари Его. Amen. Аминь, Amen. аминь. Hallelujah. Аллилуйя. Amen. Аминь. Thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. You are wonderful. Ты чудесен. We love you so Мы любим much. Тебя так сильно. We honor you. Мы чтим Тебя In Jesus' name. во имя Иисуса. Amen. You can be seated. Аминь. Вы можете садиться. Good morning. Доброе утро. Are you blessed? Вы благословлены? I'm blessed. Я благословлен. Hallelujah. Аллилуйя. I've been refreshed being with you. Я получил освежение, пока находился с I вами. was so excited. Я был так I рад. called my wife. Позвонил жене, I called my office in Australia. позвонил в свой офис в Австралию Tell them about you. и рассказал им о вас. How much you love God. Как сильно вы любите Бога, How hungry you are for His presence как and вы His word. голодны по Его присутствию, по Его Слову. Amen. Аминь. I'm so honored to be here with you. Для меня такая честь быть здесь с вами. This morning, Сегодня I утром want to talk about хочу говорить a scripture found in James chapter 4. об одном писании, которое записано в Якова 4 главе. I've only got an hour and 15 minutes, У меня всего час 15 минут, so I want to get right into the Word of God. поэтому я хочу перейти сразу к Слову Божьему. Amen. Аминь. Hallelujah. Аллилуйя. How many of you were able to get the books last night? Let me see your hand. Кто из вас смог вчера приобрести книги? The undercover Можно book. вашу руку? Книга «Под кровом Всевышнего». Did they run out? Книги кончились Did уже they have эти? enough? У них достаточно было книг для всех? Good, good, Хорошо, good, good. хорошо, хорошо. James, the 4th chapter. 4 глава послания Якова. Now, I'd have to say, Должен сказать, if there is a verse of Scripture что если есть какой-то стих в Библии, that would define my life personally который говорил бы о лично моей жизни for the last year, за последние годы, it would be this verse. то это будет этот стих. I can honestly say Я могу сказать честно,
I've been born again что я родился свыше 24 years, 24 года but тому I have назад, never in my life но никогда в своей жизни been as hungry не был так голоден for the presence of the Lord по присутствию Господа, as I have been in the last year. как последний год. I have wept more Я плакал больше than I had in the last year в последний год, than I have all my life чем за всю свою жизнь, because of His presence. из-за Его I've присутствия. wept on airplanes, Я плакал в самолетах, airports, в аэропортах, in my car, в моей машине, in my office, в моем офисе, in beds, в кровати, in hotel rooms, в in гостиничных the номерах, shower, в душе, because of the presence of the Lord. благодаря присутствию I Божьему. believe Я верю, that if there's one thing что если есть that I что-то, believe that the Spirit of God is emphasizing о чем я думаю, что Дух Святой делает акцент на in этом, this very hour, сейчас, в этот because час. people ask me all the Потому что time. люди спрашивают меня повсюду. I travel all over. Я езжу по всему миру. I'm in 12 nations this year, В этом году я уже побывал в 12 странах. in about every continent but one. Во всех континентах, за исключением одного. And people ask me, И люди спрашивают меня what do you повсюду, believe God is emphasizing right now? что, по твоему мнению, Бог сейчас подчеркивает? And I believe И я верю, it is intimacy with Him. это близость с Ним. He desires intimacy. Он жаждет близости. In James 4, В Якова 4 verse главе, 8, в стих we 8, read, draw near to God, говорит, приблизьтесь к Богу, and He will draw near to и you. приблизиться к вам. Now I want you to say that out loud. Я хочу, чтобы вы сказали это вслух. Draw near Приблизьтесь to God, к Богу, and He will draw near to you. и Он приблизится к вам. Now that is an amazing scripture. Это изумительное место в Писании. That is an invitation Это приглашение from God от Бога for us to draw near to Him. к нам, чтобы мы приблизились к Нему. Now can you imagine Можешь ли ты if вообразить себе, somebody very famous что если бы кто-то, например, очень влиятельный, gave you an invitation послал тебе приглашение to come and visit him? прийти к нему в гости? Let's say it was President Bush Например, это был бы президент or Буш President Putin, или президент Путин. and they said, I would like you to come visit me. Он говорит, президент Путин, пожалуйста, приходи ко мне в гости. Can you imagine how you would very clearly make time to do that? Можешь ли ты представить себе, как ты очень тщательно выбрал бы для этого время свое? You would be so excited. Ты был бы в таком восторге. But yet the King of the universe И тем не менее, Царь Вселенной makes this invitation to us. делает нам такое приглашение. If you draw near to me, Если вы приблизитесь ко мне, then that will cause me to draw near to то в you. результате этого я приближусь к вам. Now I want you to notice who draws first, Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, кто приближается первым. God or us? Бог или мы? We do. Мы. You know, a believer looked at me recently Недавно один верующий взглянул на меня and said, the more I think about it, и сказал, чем больше я об этом думаю, the more I believe that it takes the Lord drawing us to Him, тем больше мне кажется, что Господь должен нас for привлечь к us to себе, really be able to approach Him. чтобы мы на самом деле смогли подойти к Нему. And I said, you're wrong. И я сказал, ты не прав. I just said it boldly, you're wrong. И я сказал ему смело, ты не прав. That believer was confusing Этот верующий перепутал a scripture это место in which Писания. Jesus says, no man comes to me except the Father draw him. Он спутал это место Писания с тем, где Иисус говорит, никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший That меня. is true, Это правда. but that speaks of the unsaved. Но там речь идет о неспасенных The людях. unsaved Неспасенный cannot come to человек Jesus unless the Father draws him. не может прийти к Иисусу, если Отец не привлечет его. But once we're saved, Но после того, как мы уже спаслись, we now have a relationship. теперь у нас уже есть And there are взаимоотношения. times that God wants to initiate conversation with us, И есть такие моменты, когда Бог сам берет инициативу, чтобы and заговорить с there's нами. times we can initiate it with Him. Но есть такие времена, когда мы можем взять инициативу в свои руки. It's just like a father-child relationship. Это отношение как у отца с ребенком. There are times I seek out my children, Есть такие моменты, когда я ищу своих детей. and there's times my kids seek out me. И есть такие моменты, когда мои дети сами хотят со мной So общаться. God is telling you, Бог говорит тебе, if you draw near to me, если ты приблизишься ко мне, He guarantees Он гарантирует, He will draw near to you. что Он приблизится к тебе. Now the thing that amazes me Что изумляет меня, is that He desires more to draw near to us это то, что Он желает приблизиться к нам сильнее, than we even desire to draw near to Him. чем мы желаем приблизиться к Нему. He's more passionate about us В Нем страсти к нам больше, than many of us are about Him. чем во многих из нас к Нему. David says this Давид говорит так, in Psalm 139. в Псалме He 138. said, Lord, when I think of your thoughts Он говорит, Господь, когда я думаю о Твоих помышлениях, towards me, обо мне, if I could number them, если бы я смог исчислить их, they would be more than the sands on the seashore in all the earth. то число их было бы больше, чем песчинок на всей земле.
Think about every grain of sand Подумай о каждой песчинке, that's on this earth. которая есть на земле. That's how many God's thoughts are towards us. Вот сколько у Бога есть мыслей о нас. Now, when I was engaged Когда я был в помолвке, to be married to Lisa, для того, чтобы перед тем, как жениться на Лисе, I thought about her a lot, я очень много думал о but ней. I didn't have that many thoughts towards her. Но у меня не было о ней столько мыслей. And yet God says И тем не менее Бог His говорит, thoughts that He has for you что Его мысли, которыми Он думает о тебе, are more than every grain of sand их больше, чем всех песчинок, in every ocean, во всех океанах, every desert, во всех пустынях and every golf course. и во всех заливах. That's a lot of sand. Это очень много That's a песка. lot of thoughts. Это очень много That's мыслей. how much He is into us. Вот насколько Он That's заинтересован how much нами. He desires to draw Вот near to us. насколько Он желает приблизиться к нам. Are you getting a hold of this? Ты понимаешь, о чем я говорю? Now, Теперь. the interesting thing Интересный момент is that in verse 5, в том, что в 5 стих, he says, 5 стих говорит, or do you not know или вы думаете, that the scripture says in vain, что напрасно говорит Писание, the spirit who dwells in us до ревности yearns jealously. любит дух. Now, the English Живущий в word нас. is yearns. Здесь в английском стремится к нам дух. That means to long for Или точнее томиться. intensely Это значит томление, это сильная жажда and consistently. и постоянное желание. Now, intensely, Интенсивное we желание. understand that. Мы понимаем это слово. When we think about how many his thoughts are towards us. Когда мы думаем о том, сколько он думает о нас, сколько мыслей у него But по отношению к нам. consistently Но means постоянное those thoughts never change or waver. означает, что все эти мысли никогда не меняются и не уходят из его головы. As human beings, Как люди, how many of you know сколько из вас знают, there's times что есть такие that we моменты, don't have the same feelings for somebody as that we did yesterday? когда у нас к какому-то человеку сегодня не те чувства, что были вчера. Okay, I love you, Я тебя люблю, but you know, I'm just not feeling it today. но, понимаешь, сегодня я не чувствую ничего такого. Human beings can be like that, right? Люди, мы такие можем быть, Holy правда? Spirit's not like that. Дух Святой не такой. He all the time Он постоянно yearns for you. томится по He тебе. desires you. Он желает тебя. Now, in thinking about drawing near, Когда мы думаем о том, чтобы приближаться к Богу, I cannot help я не могу but иначе, think of a scripture. как только вспоминать одно Hold your Писание. places there Пожалуйста, заложите Якова and go to Psalm 89. и откройте 88-й Псалом. Psalm 89. Псалом 88. I want to look Я хочу посмотреть at the 7th verse. стих 7. We read in verse 7, God is to be greatly feared in the assembly of the saints. 8 стих в русской Библии. «Страшен Бог в великом сонме святых». Now, I'd like my interpreter to repeat it in the English Bible. Я хочу, чтобы переводчик прочитал по английскому варианту. God is to be Бог. greatly feared Бог должен быть, Бога должно сильно бояться in the assembly of the в saints. собрании святых. Now, listen to this. Послушайте теперь. And to be held in reverence И Он должен быть чтим by all those around him. всеми, Он должен быть почитаем всеми, кто окружает Его. Now, let me say the second part of that verse again. Я повторю вторую часть этого He стиха. is to be held Он должен in reverence быть почитаем by all those всеми around him. окружающими Его. Listen carefully to me. Слушай внимательно меня. You will never find God Ты никогда не найдешь in Бога an atmosphere в атмосфере, where he is not reverenced. где Его не чтут. He will not come to an atmosphere Он не придет в атмосферу, where he is not reverenced. где Его не почитают. I will never forget Никогда не забуду. when I went to the nation of Brazil. Я поехал в Бразилию, I was doing a conference, я проповедовал на very конференции, large conference. на очень большой конференции. First night of the meetings, В первый вечер I walked into the auditorium. я зашел в There аудиторию. were thousands of people in that auditorium. В том зале сидели тысячи людей. I was very excited to be there. Я был так рад, что я приехал I туда. had never been in Brazil before. Раньше я никогда еще в Бразилии не был, But I noticed, но я заметил, even though the music was wonderful, что несмотря на то, что музыка была the прекрасна, musicians музыканты were very skilled. были очень искусные, The singers were excellent. певцы были прекрасные. When I walked into the platform Когда я зашел на сцену during the praise and the worship, во время хвалы и поклонения, there wasn't an ounce of the presence of the Lord in the entire auditorium. не было во всем зале ни грамма присутствия Божьего. And I was concerned. И я подумал, I said, Lord, я сказал: Господь, why isn't your presence in this building? почему Твоего присутствия нет в этом здании? I don't feel a
an ounce of your presence in this Я building. ни на чуть-чуть не чувствую твоего присутствия. And as soon as I asked that, Как только я спросил его об the этом, Lord let me see the people. Господь позволил мне взглянуть And на I людей. saw people standing there in the worship И я увидел, как люди стоят во время поклонения with their hands in their pockets. с руками в карманах, They were looking around. смотрят кругом. Some of them were like this. Некоторые из них стояли в такой Others позе, of them were kind of talking to one another. другие так болтали друг с другом. I was watching them walk in and out of the building Я видел, как они входят в зал и выходят из зала, like there was nothing else going on. как будто тут вообще ничего не происходит. And I couldn't believe it. И я поверить своим глазам не мог. And this was a believers conference. И это была конференция верующих. And I thought, well, they'll settle down. И я подумал, ну все ж, But the понятно. worship got over in 40 minutes. Проклонение закончилось через 40 минут. And one of the leaders came up and began to read from the Bible. Один из лидеров вышел за кафедру, стал читать And Библию. I was still looking at people looking around, Я все еще видел, как люди ходят, смотрят туда-сюда, sitting there like this. сидят в такой позе, Some of them were talking to one another. продолжают говорить с соседями. And I got mad. Я разозлился. I mean angry. Я разозлился. And so by the time they introduced me, И когда они меня представили, I walked up to the platform, я вышел за кафедру, to the podium, на сцену, and I didn't say a word. и ни слова не сказал. I just sat there and looked at Я them. просто стоял и смотрел на них. Now, it got quiet И они замолчали. in the auditorium В зале стало тихо. because all the people that were doing this Потому что все люди, которые вот так вот болтали, сидели, all of a sudden said, hey, the activity stopped on the platform. вдруг они заметили, что на сцене ничего не происходит. And they started looking up. И начали смотреть на меня. And I said, I got a question for you. И я сказал, у меня есть вопрос к When I вам. finally had their attention, Можно в конце концов обратить ваше внимание на I меня? said, what would you do Что бы вы делали, if you were talking to somebody across the table если бы вы с кем-то говорили через стол, and they were sitting there looking around like this? а человек, сидящий напротив вас за столом, сидел бы и вот так вот глазел по talking to сторонам? somebody next to them while you were trying to talk to them? Или пока ты с ним пытаешься говорить, он говорил бы с кем-то, кто сидит рядом с ним. I said, would you continue that conversation? Ты продолжал бы такую беседу? No. Нет. I said, what would happen Я сказал бы, а что произошло бы, if you went over to somebody's house, если бы ты кому-то пришел домой, knocked on their door, постучался к ним в дверь, and they opened the door, они открывают тебе дверь and they said, oh, it's you again. и сказали бы, о, опять ты. Come on in. Ну ладно, давай, I said, заваливай. you wouldn't go there very much. Ты не часто бы заходил в такой дом? I said, well, I've been in this building Я говорю, я был в этом здании for over an hour, сейчас уже больше and часа. I haven't felt 1 ounce of the presence of God. И ни грамма присутствия Божьего не And I почувствовал said, здесь. I asked the Lord, И я спросил Господа, сказал я, why isn't your presence in this place? почему твоего присутствия на этом месте нет? And the Lord opened my eyes to let me see you. Господь открыл мои глаза и показал мне вас. And I preached to them И я проповедовал им about reverencing God, о почитании Бога, the fear of the Lord, о благоговении, о страхе for Божьем. the next 75 minutes. В следующие 75 минут. At the end of the message, В конце проповеди I said, every one of you я сказал, каждый из in вас this place, на этом месте, you're born again, вы рождены свыше, but you've lost the fear of God. но вы потеряли страх You Божий. don't have the fear of God. В вас нет страха Божьего. I said, stand to your feet if you want to repent. Я сказал, встаньте на ноги, если хотите раскаяться. As soon as I said it, Как только я сказал это, 75% of the people, 75% людей, thousands, тысячи, stood up to their feet. встали на ноги. And listen, И слушайте, as soon as they stood, как только они встали, the presence of God присутствие Бога filled that auditorium. наполнило тот зал. People were weeping. Люди плакали. We didn't pray one prayer, Мы не помолились ни единой молитвой. and God's presence came. И Божье присутствие пришло. All they did was stand in repentance, Все, что они делали, они встали и and каялись. God's presence came. И Божье присутствие пришло. And people were weeping. И люди рыдали. It lasted several minutes, Это длилось несколько минут, and the presence of the Lord lifted. и присутствие Божье A поднялось. few minutes later, another wave of His presence came Через in. несколько минут вошла новая волна Его And now you присутствия. could hear people weeping and sobbing all over the building. И теперь можно было слышать, как люди рыдают и плачут по всему зданию. Thousands of them. Тысячами. And then I prayed with them. Потом я молился с ними. They repented Они каялись of their familiar attitude that they had developed with God. в своих фамильярных отношениях, которые они Their построили с Богом. casual attitude. В своем таком будничном Their lack отношении. of reverence. В недостатке And почтения. then И the дальше Spirit of the Lord spoke to me. Дух Святой проговорил ко мне. And He said, I'm coming one more time. И Он сказал, я сейчас приду еще раз. He said, I'm going to manifest my presence one more time. Я явлю свое присутствие еще раз. And He said, this one will be different. И я сказал, на этот раз это будет по-другому. And all of a sudden, И вдруг, within seconds, через несколько секунд, there was a wind that began to blow inside that building. в этом здании подул ветер. The only way I know how to describe the intensity of that wind Единственный путь, как я могу описать силу этого ветра, is that it was like you were standing at the end of a runway. было такое ощущение, что ты, например, стоишь в конце дорожки беговой,
and a jumbo jet was taking off right in front of you. В конце посадочной полосы, и прямо рядом с тобой взлетает Боинг. That kind of a Реактивный rushing самолет. Реактивный самолет. Вот какой был. wind came into that building. Вот какой силы ветер ворвался в это здание. When it did, Когда это произошло, people started screaming люди начали кричать in prayer. в молитве. I thought to myself, Я подумал it's an про airplane. себя. Это самолет There's an какой-то. airplane right above the building. Над зданием пролетает самолет. But I thought, no, Но потом подумал, I've been нет, here for 3 hours. я здесь 3 часа. And the airport's at the other side of the city. Аэропорт с другого конца города. And it lasted 2 minutes. И все это длилось 2 минуты. And for that noise to be that loud, that airplane would have to be 100 feet above this building. И для того, чтобы шум был таким сильным, самолету необходимо быть на высоте 100 метров рядом со And зданием, от здания. when the wind had died down, И потом, когда этот ветер стих, I remember я помню, the people were weeping all over the building. как люди плакали по всему There залу. was such an atmosphere Была такая атмосфера of God's presence. Божьего I присутствия. stood there, Я стоял, froze. замерзший, примерзший к месту. I couldn't say a word. Я не мог сказать ни слова. Finally, after minutes, I turned and looked at the leader. Через несколько минут я повернулся, посмотрел на лидера. And I said, you take this pulpit. Я сказал, встань за кафедру. We left the building. Мы вышли из зала, They put me in the car. меня посадили в They said, do you машину, want to go eat? спросили, ты I хочешь said, есть, no, take обедать? me back to my hotel room. Нет, сказал я, везите меня в гостиницу. And then one of the singers, Один из певцов a дальше. very well nationally known singer in Brazil, В Бразилии это очень известная Got певица into the в car with стране, me. села в мою машину, and she said, did you hear the wind? и она сказала, ты слышал ветер? I said, it was an airplane. Я сказал, это был самолет. I still didn't want to say anything. Я все-таки не хотел ей ничего She говорить. was mad at me. Она разозлилась на меня. She said, what? Что, говорит She она? said, I saw angels and fire all around the building. Я видела ангелов и огонь по всему залу. And then her husband spoke up. Дальше говорит ее муж. And he said, sir, Он говорит, сэр, now you have to understand, вы должны понять, in those nations, что в этих странах, in these big auditoriums, в этих больших залах, they have gaps between the ceiling and the top wall. между потолком и самой верхней стеной, самым верхним покрытием, есть промежуток. So the wind can blow through the building and ventilate the building. Для того, чтобы ветер мог продувать этот промежуток и вентилировать здание. Her husband said, Ее муж сказал, there were policemen all around the outside of the building. повсюду вокруг этого здания стояли полицейские. And he said, when the wind blew, И он сказал, когда подул many of ветер, these policemen were not saved. многие из этих полицейских не спасенные были. They said, what is the sound of that mighty wind that is coming from the inside И of that building? они сказали, что это за шум сильного ветра, доносящийся из здания. And he said, furthermore, Я вам сказал, более I того, was at the soundboard, я сидел на пульте, and the decimal meters stayed at 0. The и decimal meters were at 0. стрелки стояли на нулях. In other words, not 1 ounce of that sound came through the sound system. Другими словами, через мониторы вообще этот звук не шел совершенно. I said, take me to my hotel room. Я сказал, везите меня в гостиницу. The next morning, На следующее утро the presence of God was so strong присутствие Божие было так сильно in that same conference. на той же самой конференции. People got healed, Люди исцелялись, delivered, освобождались, set free получали свободу because of one reason. по одной причине. Because Потому people reverenced God. Люди почтили Бога. I've discovered Я заметил, a way to get into His presence что есть путь войти в Его in my prayer присутствие closet в моей молитвенной комнате faster than ever before. быстрее, чем когда-либо раньше. I discovered it last year. Я обнаружил этот путь в I прошлом году. walk outside in my prayer closet, Я выхожу из своей молитвенной and комнаты, before I even begin to pray, и еще до того, как я I начинаю begin to молиться, think about how awesome my wonderful Father is. простите, я захожу туда, и еще до начала молитвы я начинаю думать, насколько велик и прекрасен мой I Отец. just meditate for a few minutes on His greatness. Несколько минут я размышляю просто о Его величии, And many times, и очень часто His presence comes immediately. Его присутствие моментально And I приходит. was thinking about this one morning, Однажды утром я думал об этом. and the Holy Spirit spoke to me, Дух Святой проговорил ко мне and He said, what did Jesus teach His disciples и сказал, чему Иисус учил своих when He учеников, taught them to pray? когда Он учил их And I молиться. began to recite the Lord's Prayer. И я начал цитировать молитву «Отче Our наш, Father, Отец наш, which art in heaven, сущий на небесах, hallowed be thy name. да святится имя Твое». And I thought, there it is, right Я there. подумал, да вот же оно, Hallowed be thy name. да святится имя Твое. Jesus taught His disciples, Иисус своих учеников учил, come into the presence of the Lord входите в присутствие Божье with great reverence. с огромным почтением. Are you seeing this? Понимаете ли вы это? Now turn with me to Leviticus. Откройте вместе со мной книгу Левит. Leviticus, the 10th chapter. Левит, 10 глава. In Leviticus, the 10th chapter, В 10 главе книги Левит, we read in verse 1, в первом стихе мы читаем.
Nadab and Abihu, Надав и Авиуд, the sons of Aaron, сыны Аароновы, each took his censer, взяли каждый свою and кадильницу put fire in it, и положили в них огня, and put incense on it, и вложили в него курение, and offered profane fire before the Lord, и принесли пред Господа огонь чуждый, which he had not commanded them. которого Он не велел им. Now, your Russian Bible, I believe, says strange fire. В нашей Библии написано «чуждый огонь». Okay, my English Bible says profane. В моей английской Библии написано «несвященный». So since I'm preaching this morning, we're going with mine. Поскольку я сегодня утром проповедую, будем держаться моего перевода. Amen. Хорошо? Аминь. Now, the word profane Слово «несвященный» means this. означает следующее. Listen carefully. Внимательно слушайте. It means Оно означает irreverent to anything sacred. непочтительный по отношению ко всему святому. It means this. Это означает To следующее. treat what God calls sacred as common. Смотреть на то, что Бог называет священным, как на обыкновенное. Did everybody get that? Вы все поняли? Webster's dictionary gives it a one-word definition, and that is this: irreverence. Словарь Уэбстера дает такое определение – непочтительный. Now, let me explain this to you. Я объясню сейчас вам. There are 4 sons of Aaron. У Аарона 4 сыновей. These are the 2 oldest sons. Надав и Авиуд 2 старших. There were only 5 men that were authorized to go into the presence of the Lord. Входить в присутствие Божие было позволено лишь 5 человекам. Aaron and his 4 sons. Аарону и 4 его сынам. Nadab and Abihu, Надав и Авиуд. we don't know how long they had been going into the presence of the Lord. Мы не знаем, сколько времени они уже входили в Божье But they присутствие. got to the place Но они пришли к такому месту, where they became a little too familiar with God. когда они стали немного фамильярными с Богом. And instead of seeing how awesome and wonderful he was, И вместо того, чтобы видеть, насколько он дивен и прекрасен, they started seeing him more in a common sense. они начали смотреть на него больше, как на кого-то обыкновенного. And they came into the presence of the Lord И они вошли в присутствие Божье with irreverence. без почтения. The moment they did, В тот момент, когда они watch what сделали the Bible это, says. смотрите, что говорит Библия. So fire, verse 2, so fire went out from the Lord and devoured them, and they died before the Lord. Стих 2. «И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. And Moses said to Aaron, И сказал Моисей Аарону, this is what the Lord spoke, saying, вот о чем говорил Господь, by those who come near me, когда сказал, в приближающихся ко мне I must be regarded as holy. освящусь». В английской Библии it's Everybody say near me. в приближающихся ко мне. Скажите все это. James says, draw near to God. Иаков говорит, приблизьтесь к Богу. But yet a eternal decree is written right here. Но здесь записано вечное постановление. God says, by those who come near me, Бог говорит, в приближающихся ко мне I must be regarded as holy. я, в английской Библии написано, должен почитаться святым. God says, you cannot come into my presence Бог говорит, ты не можешь входить в мое присутствие with irreverence. с непочтительным Now, отношением. somebody says, but that's the Old Testament. Кто-то скажет, но это Ветхий Завет. Well, let me tell you about a couple in the New Testament. Позвольте я вам расскажу об одной новозаветной In паре. Acts chapter 5, В 5 главе Деяний there was a couple named Ananias and Sapphira. были муж и жена, которых звали Анания и Сапфира. They brought an offering. Они принесли They пожертвования wanted to impress people more than they were impressing God. и хотели на людей произвести более сильное впечатление, чем на They Бога. sold a plot of land, Они продали участок земли, but in order to look in the eyes of the people like they were giving everything, но хотели выглядеть в глазах людей так, как будто они продали все свое имущество. they said they were giving everything they got, Они сказали, что отдают все, что им у when них in было. reality they were holding back a portion. Они удержали себе часть. When they did that, Когда они это сделали, Peter looked at them, Петр посмотрел на said, них, you've lied to the Holy Spirit. и он сказал, вы солгали Духу And Святому. Ananias fell over dead. И Анания упал мертвый. A few hours later, his wife came in. Через несколько часов вошла его жена. She did the same thing. Она сделала то же самое. She fell over dead. И она пала замертво. And so Acts chapter 5 verse 11 says this. И Деяние 5.11 говорит так. So great fear came Великий, upon the whole church. великий страх сошел на всю церковь. Everybody say fear. Все скажите, страх. The Bible tells us Библия говорит нам, that we are to consider 2 things with God. что нам нужно помнить о Боге 2 вещи. His goodness Его благость and his и severity. Его строгость. His love, Его любовь his holy fear. и Его святой страх. He is Abba Father. Он есть Авва He Отче. is Daddy God. Он есть Папочка Бог. There are times Есть моменты, when I sense когда я He чувствую, says, come sit on my lap, son. I когда want Он to talk говорит, to you. сынок, сядь ко мне на коленки, я хочу There поговорить are с тобой. other times Есть другие that моменты, I
sense когда я ощущаю such an awesome presence настолько дивное присутствие, that I have literally thought in meetings before, что я буквально if you say one wrong word, чувствую так, что если скажешь одно неправильное слово, you make one irreverent move, если сделаешь один непочтительный шаг, you're dead. ты будешь мертв. Now you say, would that really have happened? Ты скажешь, может быть, на самом деле такое происходило или нет? I can say this, it happened with Ananias and Sapphira. Я могу сказать так, такое было с Ананией и Сапфирой. Somebody says, but I know people that have lied to preachers Кто-то скажет, но я знаю таких людей, которые лгали and they haven't проповедникам fallen over dead. и не упали замертво. Well, you have to understand, Ты должен понять, the greater the glory, чем больше слава, the swifter the judgment. тем скорее суд. See, because Nadab and Abihu, Потому что Надав и Авиуд, or I should say Aaron, или лучше скажем had some Аарон, descendants hundreds of years later, несколько сотен поколений спустя, and their names was Hophni and Phinehas. и у него был потомок, которого звали Финеас. Hophni and Phinehas Финеас, were committing adultery его племянник совершал прелюбодеяние with the women с женщиной, who were assembled at the door of the tabernacle. которую взяли от дверей скинии. Can you imagine? Это происходило прямо I там. mean, not the gate. Не ворота. The gate was the entrance to the outer court. Ворота были входом во внешний двор. The door was the entrance to the holy place. Но та дверь, где это происходило, была входом во святое. They were committing adultery with the women that were coming to the door of the tabernacle. Он прелюбодействовал с женщиной прямо у двери скинии. How blatantly rebellious and irreverent is that? Насколько откровенный он был бунт и непочтение какое. But yet they did not die. И тем не менее, они не умерли. Why didn't they die? Почему они не умерли? Because the presence of the glory of God had already lifted. Потому что присутствие славы Божьей к тому времени уже было не там, оно уже поднялось. The Bible says Библия говорит, there was no widespread revelation. что не было откровения. The word of the Lord was rare. Слово Господне было редко в те And the дни. lamp of God was going out. И светильник Господень угасал. His glory had lifted. Его слава уже поднялась и ушла. So here's Nadab and Abihu. А вот здесь Надав и Авиуд, They come into the presence of his glory. они входят в присутствие Его славы. The glory of God was so strong Слава Божья была так сильна, that it manifested as a pillar of fire что она являлась в облачном столпе by night and a pillar of cloud by day. днем и в столпе огненном ночью. They come in with irreverence Они входят and they непочтительно fall over dead. и падают замертво. A couple hundred years later, Через пару сотен лет спустя Hophni and Phinehas are committing adultery. человек совершает прелюбодеяние, Something that's much worse. что-то гораздо более тяжкое, But yet they're как not грех. killed. But yet they're not knocked over dead. Но он не падает замертво. Why is that? Почему? Because Потому что the greater the glory, чем сильнее слава, the greater the judgment. тем сильнее The суд, swifter the и judgment. тем быстрее суд. Paul says it like this. Павел говорит так. There are some men's sins Есть грехи людей, that are clearly evident, которые очевидны, preceding them to judgment. предваряя их суд. But some men's sins will follow later. Грехи некоторых людей открываются позже. What we must understand То, что мы должны понять, is that God has created us for His glory. это то, что Бог нас сотворил для своей славы. God desires to reveal Himself to us. Бог хочет открыть нам себя. When you speak of the glory of Когда God, ты говоришь о славе Божьей, you speak of His presence unclothed. ты говоришь о Его присутствии, которое не It раскрыто. literally means this. Означает следующее, буквально. Everything that God is Все, что Бог есть, revealed. это открывается. Nothing hidden. И, простите, это присутствие Божье не удерживается, оно раскрыто полностью, когда мы говорим об этом. It means the very weight of God. Это означает самый вес самого Бога. Are you with me? Понимаете? This is what God has desired. Вот то, чего Бог желает. We have been created for this. Мы были сотворены для этого, Walk with Him in His glory. чтобы ходить с Ним в Его славе. See, if you look at the children of Israel, Если ты посмотришь на сынов Израилевых, when Moses delivered them out of Egypt, когда Моисей вывел их из Египта, where was their destination? где был конечный пункт их движения? What are they saying? When Moses delivered Israel out of Egypt, Когда Моисей вывел where was their destination? народ из Египта, куда они направлялись? What are they saying? You're wrong. Вы не правы. Thank you. It was Mount Sinai. Синай. What did Moses say to Pharaoh? Что сказал Моисей фараону? Several times. Несколько раз. Thus saith the Lord, Так говорит Господь. let my people go.
отпусти мой народ, that they might worship me чтобы они могли поклониться мне in the wilderness. в пустыне. He didn't say, let my people go, Он не сказал, отпусти мой народ, so they could go to a promised land. чтобы они смогли войти в обетованную землю. Why would God Почему Бог want to deliver them out of Egypt хотел, чтобы они вышли из Египта, and bring them first to the promised land и вначале Он не захотел привести их в землю обетованную? before he first brought them to himself? Сначала Он хотел привести их к себе. If you deliver them out of Egypt Если Он вывел бы их из Египта and bring them to the promised и land, ввел бы их в землю обетованную, they'll make the promised land into a place of idolatry. они превратили бы эту землю в место идолопоклонства. That's what a lot of preachers Это то, что многие проповедники have done. сделали. We've preached more of what Jesus would do for us Мы проповедовали больше о том, что Иисус сделает для нас, rather than who he is. вместо того, кто Он есть. Are you with me? Вы слышите меня? As a result, В результате we have many people много людей that are seeking God for what he can do for me, ищут Бога ради того, чтобы получить то, что Он может сделать для нас, not because of who he is. не ради того, кто Он есть. And that's like a woman marrying a man because he's got a lot of money. Это все равно, что если бы, например, женщина выйдет замуж за мужчину из-за того, что у него много денег есть. She's not marrying him out of her passion and her love for him. Она выходит замуж за него не по любви к нему. She marries him because of what he can give me. Она выходит замуж из-за того, что он может дать See, мне. I look at Moses Я смотрю на Моисея, and I look at the children of я Israel смотрю на детей Израилевых and I see an amazing difference. и вижу огромную разницу. I look at the children of Я Israel. смотрю на детей Израиля, They were raised in poverty. они выросли в нищете. They were raised as slaves. Они выросли как рабы. They had stripes on their back. На их спинах раны. Their sons were put to death. Их сынов умерщвляли. They ate the scraps of the land. Они ели агнца. Yet they come out of Egypt И потом они выходят из Египта and they are constantly saying, и постоянно говорят, let's go back. давай вернемся. It was better for us back in Egypt. Нам в Египте было лучше. But I look at Но Moses. я смотрю на He Моисея. was raised in the most beautiful home in the world. Он вырос в самом прекрасном доме в том мире. Pharaoh was the richest man in the world. Фараон был самым богатым человеком того мира. Moses was raised as his grandson. Моисей вырастает как его внук. He eats the best. Ест самую лучшую еду, носит лучшую He одежду, lives in the best. живет в лучшем доме. He's got У everything. него все есть. But he comes out of Egypt Но он выходит из Египта and he never once says, и ни разу не говорит, it was better for me back in Egypt. мне в Египте было лучше. Why? Почему? What's the difference? В чем разница? Moses had one encounter with God Моисей пережил одну встречу с at the Богом burning bush at Sinai. на Синае у горящего куста. Israel had a chance, У Израиля был шанс, but they could not handle it. но они не могли справиться с этим. Are you seeing this? Они не могли I вынести said, are you этого. seeing? Вы видите это? Go to Exodus 19, I'll show you. Исход 19, я покажу это вам. Exodus 19, and I'll show Исход you. 19, я покажу вам это место. Oh, are you getting this morning? О, вы получаете что-то сегодня? Okay, Exodus 19. 19 глава Исхода. Say amen if you're there. Скажите аминь, если вы открыли это место. Now, Moses delivers them out of Israel or out of Egypt. Моисей выводит их из Египта, He comes right to the mountain приходит на гору, where he had met with God где он встречается с at Богом, the burning bush. у горящего He куста. leaves the children of Israel at the bottom. Оставляет израильтян And внизу. look at verse 3. 3 стих посмотрите. And Moses went up to God, and the Lord called to him from the mountain, saying, thus you shall say to the house of Jacob and tell the children of Israel. Моисей взошел к Богу на гору и возвал к нему Господь с горы, говоря, так скажи дому Яковлеву и возвести сынам Израилевым. Now this is God's message to the whole church. Do you see this? Итак, вот что Бог хочет сказать всей церкви. Ты видишь? Not just the priests. Не просто священникам. Look what God says. Смотри, что говорит Бог. Verse 4. 4 стих. You have seen what I did to the Egyptians and how I bore you on eagle's wings and brought you to myself. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Everybody say, brought you to myself. Все скажите, принес вас к себе. There's the whole reason God created you. Вот главная причина, по которой Бог тебя сотворил. To bring you to himself. Чтобы привести тебя к That has себе. been his passion. Это его страсть. Are you with me? Ты слышишь? So God says to Moses, Бог говорит Моисею, all right, хорошо, I've revealed myself to you. я откроюсь тебе. Now I'm going to come down on this mountain И сейчас я сойду на эту гору. in 2 more days. И еще 2 дня, And I'm going to reveal myself через 2 дня я открою to the себя children of Israel. сынам Израиля. Well, look, it's right here. Look at verse 10. Посмотри 10 стих. Then the Lord said to Moses, Господь говорит Моисею, go to the people and consecrate them пойди к народу и освети его today сегодня and tomorrow. и завтра. And let them wash their clothes. И пусть вымоют одежды свои, Let them be ready for the third day. чтобы быть готовыми к 3-му For on дню. the third day the Lord will come down upon Mount Sinai in the sight of all the
people. Ибо в третий день сойдет Господь перед глазами всего народа на гору Синай. Now this is a prophetic scripture. Это пророческое место God Писания. says, hey Moses, Бог говорит: Моисей, tell the people to consecrate themselves for the next 2 days. скажи народу, чтобы 2 следующих дня они освящались. What does consecrate mean? Что значит освящались? It means just set apart. Это значит отделяли себя. What God is saying to Moses Бог is, говорит Моисею следующее. you tell them, Скажи им: I delivered you out of Egypt. я вывел вас из Египта. Now you get Egypt out of you. Теперь нужно Египет вытащить из вас. Because I'm coming. And if you've got the world in you, you're going to miss it when I come. Потому что я прихожу сейчас к вам, и если в вас живет мир, вы меня Are пропустите. you seeing this? Ты слышишь? I said, are you seeing this? Я сказал: ты слышишь? Now 2 days. Everybody say 2 days. 2 дня. Все скажите вслух: 2 дня. A day with the Lord is 1,000 years. День у Господа как 1000 лет. Isn't that right? Не так ли? Well, how long has it been since Jesus has been raised from the dead? Сколько прошло лет с тех пор, как Иисус воскрес из мертвых? 2,000 years, we're at the end of the second day. 2000, мы в конце 2-го дня. Because he was raised from the dead right around 28 or 29 AD. Потому что Он воскрес приблизительно в 28 или 29 году нашей эры. So we're at the end of the third day. Итак, Or мы the second day. подходим к концу 2-го And дня. God says, Бог говорит: at the beginning of the third day, в начале 3-го дня I'm coming in my glory. я приду в моей славе. Are you getting this? Ты понял? See, that's what Hosea means. Вот что говорит When Осия. the prophet Hosea says, Когда пророк Осия пишет: after 2 days, через 2 дня he will revive us. оживит нас. And on the third day, И в 3-й день he'll raise us up восставит нас, that we may live in his sight. чтобы жить в Его свете. That's when Jesus will reign in his glorified body on this earth for 1,000 years. Это будет время, когда Иисус в своем прославленном теле будет царствовать на земле 1000 лет. We're at the end of the second day. Мы подходим к концу 2-го дня. Oh, are you seeing this? Ты видишь это? So God comes down on the mountain. Итак, Бог сходит на гору. And when he does, look at this, verse 18. И смотри, 18 стих, что происходит, когда Он делает это. Chapter 20, verse 18. 20 глава, стих 18. Now all the people witnessed the thunderings and the lightning flashes and the sound of the trumpet and the mountain smoking. And when the people saw it, they trembled and stood afar off. Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся. И увидев то, народ отступил и стал вдали. Verse 19. 19 стих. Then they said to Moses, you speak with us and we will hear, but let not God speak with us, lest we die. И сказали Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. Now look up at me. Посмотрите на меня. This is amazing. Это изумительно. I mean amazing. Это потрясает меня. God comes down on the mountain Сходит Бог на гору, and all the people run away. и все люди убегают. And they said, Moses, И говорят: we Моисей, can't handle this. мы не можем You вынести talk to этого. God. Ты говори с ним. Tell us whatever he says. Скажи нам все, что он говорит do тебе. Мы сделаем все угодно, все что угодно. Now this is amazing. Это потрясает меня. These people Эти люди had experienced some of the greatest miracles пережили потрясающие чудеса. of any generation. Это были самые великие чудеса в любом поколении людей. Это не так? Не так ли? I mean, I don't know many ministers that are splitting lakes, let alone oceans. Я хочу сказать, что немногие служители, которых я знаю, разделяли море. Are you with me? Вы слышите? I mean, you know, when they took the Passover lamb, Когда они кушали пасхального агнца, 3 million Jews 3 миллиона евреев left Egypt, вышли из and there Египта. wasn't one sick or feeble one among them. Ни один из них не был больным. Can you imagine? Представь себе. 3 million people. 3 миллиона Not человек. one person's got the flu. У одного человека Not грипп, one person's got a sinus ни у одного infection. человека не было гриппа, ни у одного не было инфекции, Not one person crippled. ни у одного не было хромого. Do you understand the miracle that occurred when they ate that lamb? Понимаешь ли ты то чудо, которое произошло, когда они скушали этого ягненка? When they walked across the bottom of the Red Sea, Когда они прошли по дну Красного моря, they looked back они and they оглянулись saw the most powerful army in the world destroyed. и увидели, как гибнет самая могущественная армия мира. They were so excited. Они были в таком восторге. 1 million women Миллион женщин began to dance and praise the начинают Lord. танцевать и славить Господа. But now listen, Слушай, but then his glory comes. дальше приходит Его слава, His glory comes, слава Его and приходит, they all run away. и все они убегают. So they loved the miracles. Им нравились чудеса, They were excited about the они были в miracles, восторге от чудес, but they ran from his presence. но они бегут из Его присутствия. Why is that? Почему так? Now listen, this is why. Слушай, вот почему. You can hide sin. Ты можешь спрятать грех, You can hide the world ты можешь спрятать мир in your heart в своем сердце and keep it undetected и хранить его незамеченным in the atmosphere of miracles. в атмосфере чудес. Remember, Jesus says, Помни, Иисус говорит, a multitude are going to say, многие скажут: we cast out devils in your name. мы именем Твоим бесов We did изгоняли, miracles in your мы name. чудеса творили Твоим And Jesus is именем. going to say, depart from me, you workers of iniquity. Иисус скажет: отойдите от меня, делатели неправды. You can hide sin Ты можешь спрятать and грех, keep it undetected и он останется in the незамечен atmosphere of в miracles. атмосфере чудес. But you cannot hide sin Но ты не можешь спрятать in the грех presence of his в glory. присутствии Его славы.
That is why Jesus says to us in Luke's Gospel, the 12th chapter, Вот почему в 12 главе Луки Иисус говорит нам: do not fear those who can kill the body and afterwards do nothing to the soul. не бойтесь убивающих тело, а душе ничего не могущих причинить. But he said, fear God. Бойтесь Бога, Who говорит он, after he's killed the body can cast the soul into hell. который, убив тело, может душу ввергнуть в ад. Why does Jesus say that? Почему говорит такие слова Иисус? Previous verse. Предыдущий There стих. is nothing hidden. Нет ничего It will тайного, not be revealed. что не стало бы There is явно. nothing secret. Нет ничего It shall тайного, not be brought out to the light. что не будет вынесено во The свет. light of his glory. Свет Его славы. Because his glory exposes everything. Потому что Его слава изобличает все. Nothing can remain hidden in the presence of his Ничто glory. не может остаться спрятанным в Его славе. Are you seeing this? Видишь ли ты это? Look at verse 20. 20 стих And посмотри. Moses said to the people, «И сказал Моисей народу: do not fear, не бойтесь, for God has come to test you. Бог пришел, чтобы испытать вас». What is the test? Что значит And that испытать? his fear may be before you so that you may not sin. Чтобы страх Его был перед лицом вашим, дабы вы не грешили. Look up at me. Поглядите на меня. Moses says, do not fear. Моисей говорит: не бойтесь. Everybody say fear. Все скажите: не бойтесь. Because God's come to test you. Потому что Бог придет испытать What's вас. the test? В чем испытание? To see if his fear is in you. Поглядеть, будет ли Его страх в Now тебе. that sounds like a contradiction. И кажется, что здесь противоречие. Don't fear, Не бойтесь, because God's come потому что Бог to придет see if his fear is in you. испытать, есть ли Его страх в вас. Are you seeing that? Видишь ли ты это? But that's not a contradiction. Но противоречия на самом деле What нет. Moses is doing То, что делает is Моисей, differentiating он различает, он проводит разницу between being scared of God между быть напуганным Богом and the fear of the и Lord. иметь страх Господень. The person who is scared of God Человек, которого Бог напугал, has something to hide. ему есть что прятать. They run from his Он presence бежит от Его присутствия, because they're hiding потому something. что он прячет что-то. When Adam sinned, Когда Адам he согрешил, ran from the presence of the он Lord. убежал из присутствия He Божьего. hid from the presence of the Он Lord. скрылся от лица Господня. But the person who fears God Но человек, боящийся has Бога, nothing to hide. ему бояться He's нечего. scared to be away Ему from нечего God. прятать. He wants so close, Он хочет ближе к Богу. he can't even see the line of sin. Он не видит даже вообще, где He грех. doesn't say, how close can I get to it and not fall in? Он не спрашивает, как близко я могу жить рядом с грехом. Он хочет быть ближе к Богу. He wants as close as he can get. Он хочет быть настолько ближе к Богу, насколько возможно. Are you seeing this? Видишь ли ты это? So he says, Он говорит: God's come to see if his fear is in you so that you may not sin. Бог пришел испытать вас, чтобы страх Его был перед лицом вашим, чтобы вы не грешили. Now look at verse 21. 21 стих. So the people stood afar off, «И стоял народ вдали, but Moses drew near. а Моисей в английской Библии приблизился». Everybody say, draw near. Все скажите: приблизился. Say it again. Еще раз: приблизился. Moses drew near the thick darkness where God was. Моисей вступил во мрак, где Бог. Now go to Deuteronomy chapter 5. Второзаконие 5 главу откроем. Deuteronomy, the 5th chapter. Второзаконие 5 глава. This is 40 years later. 40 лет спустя. Moses now is reviewing with the younger generation Моисей с молодым поколением вспоминает, what happened at that mountain напоминает молодому поколению то, что происходило на той горе 40 years ago. 40 лет тому назад. And look what he says. Смотрите, что он говорит. Verse 23. 23 стих. So it was when you heard the voice from the midst of the darkness while the mountain was burning with fire that you came near to me and all the heads of your tribes and elders. «И когда вы услышали голос из среды мрака, и гора горела огнем, то вы подошли ко мне, все начальники колен ваших и старейшины ваши». Verse 24, and you said, surely the Lord God has shown us his glory and his 24 greatness, and we have heard his voice from the midst of the fire. «И сказали: вот показал нам Господь Бог наш славу свою, величие свое, и глас его слышали мы среди огня». Look at verse 27. 27 стих. You go near and hear all that the Lord our God may say and tell us. That the Lord our God says to you, and we will hear and do it. «Приступи ты и слушай все, что скажет тебе Господь Бог наш, и пересказывай нам все, что будет говорить тебе Господь Бог наш, и мы будем слушать и исполнять». Now look up at me. Посмотрите на меня. Can you imagine the Можете ты devastation of Moses? представить себе отчаяние Моисея? Come on, pastors, can you understand? Пастора, можете ли вы понять? Here's these people. Вот этот народ. You have desired for them to enjoy the presence of the Lord. Ты хотел, чтобы они наслаждались присутствием Бога. Yet you bring them to God, И ты, когда приводишь их к Богу, and they run away. они убегают. Are you with me? Ты понял? And so you're devastated.
ты в отчаянии. And the people look at you and say, Люди смотрят на тебя и говорят, you go to God's presence. ты иди туда, в Божье Whatever God присутствие. says, Все, что Бог you скажет, tell us. расскажи нам. We'll hear and do it. Мы услышим и сделаем. They couldn't do that. They Но tried они- it for 1,500 years and couldn't do it. Они ничего не могли сделать. Они 1500 лет пытались, ничего не получалось. God's word just became a law to them. Потому что Слово Божье, оно было пустой звук для них. There's no life in law, right? Оно было законом. В законе жизни нету. So Moses is devastated. Моисей в отчаянии. He's devastated. Он в отчаянии. And he thinks, how am I going to tell the Lord this? И он думает, как я скажу об этом How am I Господу? going to tell God? Как я скажу Богу? They don't want to come near your presence. Бог, они не хотят идти в Твое He's присутствие. done all this to deliver them out of Egypt, and now they don't want his presence. Он все это сделал. Он вывел их из Египта, и теперь они не хотят быть в Его присутствии. How am I supposed to tell God this? Как я скажу об этом So Богу? look what happens. Смотрите, что Verse происходит. 28. 28 стих. Then the Lord heard the voice of your words «И Господь услышал слова ваши, when you spoke to me. как вы разговаривали со And the мной. Lord said to me, И сказал мне Господь, I've heard the voice of the words of this people, слышал я слова народа сего, which they've spoken to you. которые они говорили тебе. They are right in all Все, that they've spoken. что ни говорили они, хорошо. Look up at me. Поглядите на меня». Moses is thinking, how am I going to tell God about this? Моисей думает, как я скажу об этом Богу? And God says, И Бог говорит, hey Moses, эй, Моисей, I already heard what they said. я уже все слышал, что они You know сказали. what? И знаешь что? They're right. Они правы. And Moses goes, Они what? хорошо сказали. Хорошо, отвечает Моисей. You mean for once these guys are right? Ты хочешь сказать, что эти ребята сказали все хорошо? Why are they right? Почему хорошо? Why can't they come into your presence? Почему они не могут войти в твое Why присутствие? can't they draw near to Почему you? они не могут приблизиться к тебе? Look what God says. Смотрите, что говорит Бог. Verse 30. Or 30 verse 29. 29. Oh, that they had such a heart in them that they would fear me and always keep all my commandments. О, если бы сердце их было таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои. Everybody says, oh, that they would have a heart in them. Все скажите, о, если бы сердце их было That they would fear me. таково, чтобы бояться меня. God says they can't draw near to me, Moses, Бог говорит, Моисей, они не могут приблизиться ко мне, because they don't fear me. потому что они не боятся меня. Are you seeing this? Ты видишь? I said, are you seeing this? Я спросил, See, ты видишь? God is to be held in reverence by all those around him. Понимаешь, Бог должен быть чтим, почитаем Now, всеми, кто окружает now, его. you ready for this? Теперь Here's готов the ли most ты? tragic, one of the most tragic statements in the whole Testament. You ready for this? Готов ли ты к самому трагичному заявлению Ветхого Завета, утверждению? ready? Готов? Watch this. Смотри, Verse 30. 30 стих. Go and say to them, «Пойди скажи им, return to your tents. возвратитесь в шатры But свои, as for you, а ты stand here by me, здесь останься со and I мной, will speak to you. и я изреку тебе». Я Look буду up. говорить с тобой в английской God Библии. said, Бог говорит, tell them all to go back to their tents. скажи им, пускай все идут в свои You шатры. come near me, Moses, Ты, Моисей, and приближайся I'll ко мне, speak to you like a friend. и я буду говорить с тобой как Face с to другом, face. лицом к лицу. And so God's word Божье Слово became like thunder to the people. было как гром для людей. But it was clear as talking face to face with Moses. Но для Моисея этот разговор был как бы с другом лицом к лицу. Because Moses had a heart in him that feared God. Потому что в Моисее сердце было таково, чтобы бояться Бога. Psalm 25. Псалом 24. Psalm 25. Псалом 24. Go there, please. Пожалуйста, откройте. Psalm 25. Псалом 24. Are you getting something out of this morning? Вы получаете что-то сегодня утром? Psalm 25. Псалом 24. Are you there? Say amen. Если вы открыли, скажите аминь. Verse 14. Стих 14. The secret of the Lord Тайна Господня, is with those who fear him, боящимся Его. and he will show them his covenant. И завет свой Он открывает им. Everybody say the secret of the Lord. Все скажите, тайна Господня. Let me say it like this. The secrets of Позвольте я the скажу Lord. так. Тайны Господни. Now, can I ask you a question? Можно вам задать вопрос? Look up at me, please. Пожалуйста, поглядите на меня. Do you have secrets? У тебя есть тайны, секреты? Come on, honestly. Ну, давай, честно. Yes. Конечно. Everybody has У secrets. всех есть секреты. Who do you share the secrets С of your life с with? кем ты делишься секретами, тайнами своей жизни? Acquaintances or close friends? Со знакомыми или с близкими друзьями? Close friends. С близкими друзьями. There are things about me Есть такие вещи you don't know about. обо мне, которых ты не знаешь. But my very close friend, Lisa Bevere, she knows them. Но мой самый близкий друг, Лиза Бивер, знает их. Are you with me? Ты слышишь? God's no different. Бог не отличается от нас. God shares Бог делится his intimate secrets своими with тайнами those who fear him. с теми, кто боится Его. In the English Bible, В английской Библии, the New Living Translation, в новом переводе, that verse reads this.
Там написано в этом стихе так. Friendship with the Lord Дружба с Господом is reserved for those who fear Him. для тех, кто боится Его. In Proverbs chapter 1, Сберегается для боящихся Его. В притчах it 1:7 says, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. написано: «Страх Господень — начало знания». What knowledge is the fear of the Lord the beginning of? Какого знания есть начало Chapter 2, страх verse Господень? 5 says the knowledge of God. В притчах 2:5 написано знание Бога. To put it in our vernacular, Если сказать одним словом, we would say it like this. мы сказали бы так: The fear of the Lord страх Господень is the beginning — это начало of intimately knowing God. близкого знания Бога. Are you with me? Ты слышишь? Now you find two men Можно найти двух in людей the Old в Testament Ветхом Завете, that God calls His friends. которых Бог называл своими друзьями. Does that mean that they were the only two? Означает ли это, что они были единственными двумя друзьями No. Бога? Нет. It just means their life exemplifies Это просто означает, что их жизнь является what it примером takes to have a friendship relationship with God. того, что нужно, чтобы иметь с Богом дружеские отношения. Are you with me? Ты слышишь? You see, folks, let me say this. Друзья, позвольте я скажу так. There is a condition Есть условия on being a friend of God. того, что ты можешь быть другом A Бога. lot of American preachers Очень много американских preach проповедников about having a friendship relationship with the Lord. проповедуют сейчас о дружеских отношениях But с it is Господом. conditional. Но у этих отношений есть одно условие. Jesus made the statement, Иисус сделал одно утверждение. you are my friends. Вы, друзья мои, If и если you do what I command you, исполняете то, что я заповедал if you вам, fear me, если вы боитесь меня, reverentially fear me. если вы в почтении боитесь меня. Remember, it's not being scared of God. Помни, это не то же самое, что It's an awesome reverence. пугаться Бога. What is the fear of the Lord? Но это почтение, это благоговение. It is when you love what He loves. Что это значит бояться Бога? Это когда ты любишь то, что любит Он, It's when you hate what He hates. и когда ты ненавидишь то, что ненавидит Он. It's when what is important to Him is important to you. Это когда то, что важно для Него, важно и для тебя. What is not so important to Him is not so important to И you. когда то, что для Него не так важно для It is тебя. when you tremble at His word. Это когда ты трепещешь от Его Слова And you obey whether you understand or not. и исполняешь Его Слово, понимаешь ты его или нет. If you look at Abraham, Если посмотреть на Авраама, Abraham is called the friend of God. Авраам назван Божьим другом. Why is that? Почему? Because he feared God. Потому что он боялся Бога. How did God know Abraham feared Him? Откуда Бог знал, что Авраам боится Его? God gives Abraham a promise. Бог дает Аврааму обетование. Abraham waits 25 years for that promise. 25 лет Авраам этого обетования ждет. Это очень большой срок. Then he gets Isaac. Потом рождается Исаак. God waits until Isaac and him are really, really close. Бог дожидается, пока Исаак и отец его станут очень близки друг к Probably другу. about 12 years old. Проходит, вероятно, 12 лет. And then one night God says, И однажды вечером Бог говорит: all right, Abraham, ну хорошо, Авраам, take Isaac, бери Исаака, who you really love. того, кого ты любишь, Go 3 days иди на расстоянии and 3 дней пути sacrifice him и принеси его в Put him to жертву. death. Умертви его at Mount Moriah. на горе Мария. Do you know what my Bible says? Знаешь, что написано в моей Библии? Early the next morning. Рано утром следующего дня. It's amazing. Это изумительно. You know, some people say, well, you know, the Lord's been dealing with me about this for several months. Некоторые люди говорят: так ты знаешь, Господь уже несколько месяцев мне говорит об этом. They don't tremble at His word. Понимаешь, эти люди не трепещут от Его Слова. You seeing this? Понял? Early the next morning, Рано утром. Abraham takes Isaac. На следующий день Авраам берет He goes Исаака. 3 days. Идет на 3 дня пути. Why is it 3 days? Почему 3 дня? I'll tell you why. Скажу почему. He wants to give him 3 days to think it over. Ему не нужно... It's real easy when God spoke to you the night before and said to do it, but what about 2 days later when you haven't heard a word from heaven? У него было 3 дня на то, чтобы все обдумать. Очень легко, когда Бог тебе что-то говорит, и на это делать сейчас. Но пока у тебя есть 3 дня, ты можешь еще But передумать. Abraham goes to the bottom of the mountain, Но Авраам подходит к подножию горы, walks up with Isaac, поднимается туда с Исааком, looks at his men, смотрит на него tells them, we're going up. и говорит: мы идем, We're going to worship. мы пойдем поклонимся Богу. Abraham ties him to the altar, Авраам привязывает сына к жертвеннику, lifts up the knife заносит нож, to put the most important, valuable person in his life to death. чтобы умертвить самого драгоценного и самого важного человека в своей жизни. It would have been easier for Abraham to kill himself. Аврааму легче было бы самоубийство совершить. He's ready to kill his son, Он готов убить своего сына. and the angel of the Lord И says, ангел Господень говорит: stop! стоп! And listen to what he says. Слушай, что он говорит For дальше. now I know Ибо that you теперь fear God. я знаю, что ты боишься Бога. How did God know that Abraham feared him? Как Бог узнал, что Авраам боится его? Because he was willing to obey even when he didn't understand. Потому что Авраам был готов слушаться, даже не понимая. He was willing to obey even when it hurt. Он был готов слушаться, даже когда больно. Are you getting Ты this? понял?
I said, are you getting Я this? спрашиваю, ты понял? Now listen, Теперь слушай. listen. Слушай. This is amazing. Это Are изумительно. you ready for this? Ты готов? Right after that, Сразу после этого Abraham lifts up his eyes, Авраам поднимает глаза, sees a ram in the thicket, видит барана, and out of his spirit comes this. и из его духа выходят такие слова. Jehovah Jireh, Егова Ире, the Lord who sees, Господь, который the видит, Lord who provides. Господь обеспечивающий. Listen to me. Послушай, No human being had ever known him before as Jehovah Jireh. никто до Авраама не знал Бога как Егова Ире. God revealed a facet of his nature that no man had ever known before. Бог открыл Аврааму ту грань своей натуры, которая еще никому не была известна. Let me give you an example of Я this. приведу вам пример. You now know John Bevere. Сейчас ты знаешь Джона Бивера. You know John Bevere as preacher. Ты знаешь Джона Бивера проповедника. Some of you know John Bevere author. Некоторые из вас знают Джона Бивера But let me tell you, писателя. there's a lady. Но я вам скажу вам, Her есть name одна is женщина, Lisa. ее зовут Лиза. Oh, she knows me as John Bevere preacher. Она знает Джона Бивера She проповедника. knows me as John Bevere author. Она знает меня как Джона Бивера автора But she книг. knows me as John Bevere lover. Но она знает меня как Джона Бивера любовника. As John Bevere daddy. Как Джона Бивера As папу. John Bevere husband. Как Джона Бивера As мужа. John Bevere close Как friend. Джона Бивера близкого друга. She knows these different facets. Она знает эти разные грани. Facets that you won't know about me. Те грани, которых ты обо мне Until we're никогда in не heaven. узнаешь. There are facets about you that I won't know until we're in heaven. Точно так же, как и я не узнаю кое-чего о тебе, пока мы не попадем There на was a небо. part of God's personality it revealed to Abraham that nobody had ever known. В Божьей натуре оказалась такая грань, которую он открыл Аврааму, и о ней никто больше ничего не знал. Почему? Because God, the secret of the Lord, is Потому with что those who fear Him. Тайна Господня, боящимся Его. He reveals Himself Он открывает себя to those who fear Him. тем, кто боится Его. Intimate friendship Близкая дружба is reserved for those who fear Him. для тех, кто боится Его. Now you look at Abraham, Посмотри на Авраама. and he's got a saved nephew У него племянник, который спасен. named Lot. Его зовут Лот. Now Lot's a righteous man, Лот праведник. but he doesn't fear God. Но он Бога не боится. He's worldly. Он мирской. And you know what? И знаешь что? Here's God, Вот Бог. and God says, И Бог говорит, shall we do to Sodom and Gomorrah что нам делать с Содомом и what Гоморрой? we're thinking about doing? Сделать то, что мы But I'm намерены. first talking to our friend Abraham about this. Сначала поговорю-ка я со своим другом Авраамом об этом. So God, before he even makes up his mind, Бог еще до того, как принять решение, comes down and has a chat with Abraham. спускается и так имеет беседу, разговорчик с He Авраамом. says, hey, Abe, Ну что, Эйб, thinking about destroying these Авраам, cities. как ты думаешь насчет того, чтобы нам погубить этот город? And Abe is like, И дружок Авраам, okay, God, Авраамчик говорит, Боже, my cousin's over there, or my nephew's слушай, over у меня there. племянник там живет. If there's 50 righteous, Если там есть 50 праведников, you won't destroy it, right? ты не погубишь этот And he город, talks them правда? all the way down to 10. И уговаривает его до 10. Because old Abe thinks there's got to be Опускает. more than 10. Потому что, их все равно не больше He's 10 so этих concerned родственников. about Lot. Он так заботится о Лоте. And you know what's amazing? И знаешь, что изумительно? This is what's amazing. Вот что. Sodom and Gomorrah, Содом и Гоморра they're prosperous. процветают. They're buying, Торговля they're идет trading, полным ходом. they're selling, Продают, покупают, they're marrying. женятся. Everything's great. Все там идет The отлично. people in Sodom and Gomorrah, Народ Содома и Гоморры they think, hey, if there is a God, he certainly doesn't mind what we're doing. думает так, если Бог вообще и есть, он не против того, чем мы тут занимаемся. They are 24 hours away from being annihilated off the face of the earth. И через 24 часа они просто исчезают с лица земли. Are you with me? Ты слышишь? And they don't know it. И они будут Now, уничтожены через here's сутки, и они об этом не знают. That's not what's scary. И пугает не это. Here's what's scary. Пугает вот что. Lot Лот is there, там. and he's 24 hours away from being annihilated himself. И его тоже по плану через 24 часа должно не стать. And he doesn't know it either. И он тоже об этом не знает. God has to send two messengers of mercy, Бог по своей милости послал двух Two посланников, двух ангелов, two angels. Tell Lot to get out. чтобы они сказали Лоту убраться оттуда. Because you don't know this, but this city's about to be destroyed. Ты не знаешь, Лот, что сейчас произойдет, но город погибнет. He got out, Лот ушел. but his wife was a little too attached. Но жена его немножко слишком была She привязана, looked back, оглянулась. and Jesus said, remember Lot's wife. И Иисус сказал, вспоминайте жену Лота. Now this is what's amazing. Вот что удивительно. Here's Abraham. Вот Авраам, He knows before God even makes up his mind what he's going to do. и он знает, что Бог собирается делать, еще He до того, knows как what's Бог going решил. on. Он знает, что будет. Here's Lot. И вот Лот, He's righteous. который праведник, He doesn't have a clue. и у него понятия нет See, ни о look at чем. Moses. Поглядите на Моисея. Moses knew his ways. Моисей знал его пути. Israel only knew him by the fact of how he answered their prayers. Но Израиль знал Бога только потому, что Бог отвечал на молитвы.
Are you seeing the difference? Ты видишь разницу? Moses was the friend of God. Моисей был друг Бога. He feared God. Он боялся Бога. He drew near. Он God приближался. revealed his heart to Moses. Бог открывал свое сердце Моисею. Moses knew what God was going to do before he even did it. Моисей знал, что Бог будет делать еще до того, как Бог начинал это делать. Israel only knew Израиль знал what God did то, что Бог делает after the fact. после того, как это уже становилось фактом. Here's Lot. Вот Лот. He only knows what God's going to do after the fact. Он узнает о действиях Бога только когда они уже Yet стали фактом. he's a righteous man. Тем не менее, он праведник. See, if you look at Lot, Если поглядеть на Лота, see, he left он ушел with Abraham. вместе с Авраамом, And he is a carnal, worldly believer. и он плотской, мирской верующий. Abraham fears God. Авраам боится Бога. And you know what happens? Знаешь, что происходит? God prospers both of them. Бог дает преуспевание им обоим. But whenever you have the flesh running with the spirit, there will be a conflict. Но каждый раз, когда плоть и дух идут рука об They руку, got будет in конфликт. strife. Обязательно будет раздор. And so Abraham, being the godly man he was, И Авраам, будучи благочестивым Says, "Okay, человеком, Lot, он говорит: хорошо, Лот, you go wherever you want to go. иди куда хочешь. Wherever you go, I'll go the opposite Если direction." ты туда, я в другую сторону. So you know what the Bible says? Что Библия говорит? It says this in the American Bible. В американском Lot переводе написано, что Лот, took a long look at the plains of Sodom. он долго-долго смотрел на равнину Содома. Why is he taking such a long look? Почему он так внимательно в нее I'll tell you вглядывается? why. Я скажу почему. Because one chapter previous, Потому что за главу до этого места they passed through that way. они проходили мимо этого, And he discovered мимо этой долины. how wicked and corrupt Sodom was. Он увидел, насколько развращен и нечестив Содом. And what he's doing when he takes that long look Что он делает, когда он вглядывается туда? is he's saying, you know, Он говорит: how can I go down there как я могу туда пойти and enjoy the benefit of that place, и наслаждаться всеми благами того but места, not get caught up in the epicenter of its wickedness? но не впутаться во все нечестие, которое там. And he gets an idea И приходит ему идея, while he's taking his long look. пока он смотрит и He разглядывает. says, I know what I'll do. Он говорит: я знаю, что я сделаю. I'll go down there Пойду туда, and I'll pitch a tent поставлю там in палатку the plains на равнине of Sodom. Содомской. I'll enjoy the fruit of the land, Я буду наслаждаться плодами but I земли, won't go inside the city. а в город входить не буду. So that's why he takes a long look. Вот почему он так долго смотрит. So he does it. Он делает так. But you know what's amazing? Что изумительно, That's in Genesis 13 or 14. это в 13-14 главах Бытия написано. 5 chapters later, Через 5 глав he doesn't have a tent on the plains of Sodom anymore. его шатер стоит уже не на равнине Содома. He's now in his house inside the city. Он уже живет в своем доме в городе. He got sucked right in Его засосало прямо туда because of his lack of the fear of God. по причине его недостатка страха Божия. Are you with me? Ты слышишь меня? And that's what happens И это происходит как раз. when you got people Это that are происходит, saying, well, how close can I get to the line of the world and not fall in? когда есть такие люди у нас, которые говорят: как близко к миру я могу быть, и Then все-таки при you этом, чтобы не get упасть. sucked in. Тебя засасывает, если ты такой. That's why Paul says this in the New Testament. Вот почему Павел говорит в Новом Завете: Cleanse yourself очиститесь from all filthiness, от всякой нечистоты, от всякой of the нечистоты, flesh плоти and spirit, и духа, perfecting holiness совершая in the святость fear of God. в страхе Божьем. Now, what is holiness? Что такое святость? Holiness Святость is not about what you dress like. — это не в том дело, как ты одеваешься, You know, in America, как, in например, other nations, в Америке и в других странах. they got into this legalistic thing with holiness. Люди дошли до всяких законнических You понятий о know, women святости. in America Женщины в Америке, wear their hair up in a bun. они обязательно прическу должны пышную такую сделать. They wouldn't cut their hair and let it go down to here. Они не будут стрижку делать, они будут растить волосы до пят. No makeup, no jewelry. Никакой косметики, никаких Dress украшений. down to here. Платье до пят. But you can have a dress down to here. Можно иметь платье до пят, No makeup, без no косметики быть, jewelry, безо всяких your hair up in a украшений, bun, волосы по-всякому там. and still have a seducing spirit up to your eyeballs. И все-таки иметь в себе обольщающий дух, который смотрит из твоих глаз. That's not holiness. Это не называется What святостью. does holiness mean? Что такое святость? Holiness just means you're His. Святость — это просто означает: You're His. ты его. You belong to Him. Ты его, ты принадлежишь ему. When a woman walks down an aisle Когда женщина идет по проходу, to marry Fred, которая... to marry Fred, to marry a guy named Fred. чтобы выйти замуж за человека по имени Фред. She walks down the aisle. Она идет по проходу. She says, goodbye, George. Она говорит: пока, Джордж. Goodbye, Sergey. Пока, Сергей. Goodbye, Tim. Пока, Тим. George is mine. Фред мой. Fred's mine. Thanks. Фред мой. She's now his. Теперь она его. That's holiness. Это святость. Do you understand this? Ты понимаешь? See, Lot loved the world. Понимаешь, Лот любил мир.
Abraham was looking for a city whose builder and maker was God. Авраам искал города, художником и строителем которого был Бог. This is what God desires. Вот чего желает If Бог. you look at John's Gospel, the 14th chapter, I quoted it, I'm going to show it to you again. 14 глава Евангелия от Иоанна, я процитирую это место, еще раз покажу вам его. 14 глава Иоанна. Are you getting something out Вы of что-то it? получаете сегодня? John's Gospel, the 14th chapter. Евангелие от Иоанна, 14 глава. I'm trying to get there. Я пытаюсь открыть это место. All right, look at verse 15. 15 стих посмотрим. Jesus says to his disciples, Иисус говорит своим ученикам: "No longer do I call you servants." «Я уже не называю вас рабами». Now hold it. Look up at me, please. Задержитесь и посмотрите на меня. Jesus says, "No longer do I call you servants." 15 глава. Иисус уже больше не называет тебя рабом. Is that what it says? Okay, now listen. Слушайте. The very fact Тот самый факт, that he says, что Он говорит: "No longer," «Я уже больше», means это значит, that there was a time что было when время, they were looked at as merely servants. когда на них смотрели просто как на слуг. Are you with me? Ты слышишь? Do you realize that? Ты понимаешь? Now, why does God do that with us? Почему Бог так делает с нами? Can I tell you why? Хотите, скажу почему? To protect us. Чтобы защитить нас. He wants to make sure Он хочет убедиться в том, we are secure что мы будем in who уверены we are в том, кто мы есть, and who he и is. в том, кто Он. Nadab and Abihu Надав и Авиуд, lost sight of who he was. они утеряли из виду, кто Он. When they did, Когда они сделали they treated him as common. этот поступок, они обращались с ним как просто с обыкновенным And каким-то. when you come into the presence of the Lord, Когда ты приходишь в присутствие any Бога kind of irreverence, с каким-то непочтением, if it's his glory, если там есть Его there's слава, judgment. то есть суд. See, a third of the angels fell, folks. Друзья, понимаете, треть ангелов упала. Lucifer was the anointed cherub, Люцифер был помазанный херувим, but he didn't endure forever. но он не остался на небе You know what the навеки. Bible says in Знаете ли, Psalms что 19? Библия говорит The fear of the Lord is clean, в 18 псалме: «Страх Господень чист, and it endures forever. пребывает вовеки». Every creature Каждое творение around his throne вокруг Его престола is going to have to both love him должно и любить Его, and fear him и бояться Его, to endure forever. чтобы пребывать там вовеки. Jesus says, Иисус сказал: I considered you merely servants «Я раньше называл вас просто рабами, to protect you чтобы защитить until вас. you became very firm in who I am and in who you are. Но теперь вы поняли, кто вы и кто я. But now И теперь, that you have that understanding, когда у вас есть это понимание, now I'm going to call you friends." теперь я буду называть вас You see друзьями. this? Понимаете? You see this? Понимаете? Because look what he says. Потому что смотрите, что Он No говорит. longer do I call you servants. «Я уже не называю вас For a рабами, servant does not know what his master is doing, ибо раб не знает, что делает господин его, but I have called you friends. но я назвал вас друзьями, For all things that I have heard from my Father I've made known to you." потому что сказал вам все, что слышал этот самый Look at его». verse 14. 14 стих. You are my friends «Вы друзья мои, if you do whatever I command. если исполняете то, что я заповедую вам». Judas had already left. Иуда уже ушел к тому моменту. Others had left. Все остальные ушли. But Jesus said, "You've stayed with me. Но Иисус говорит: «Вы остались со You've мной. obeyed me. Вы были послушны мне. You've stayed with me in my trials. Вы прибыли со мной в моих напастях. You've proven your fear of God. Вы доказали, что в вас есть страх Божий. Now. И теперь You are my friends. вы мои друзья. Now Теперь I will make known to you the secrets of what I'm doing." я открою вам тайны о том, что я делаю». Just like God made known the secrets of what he was doing with Abraham. Точно так же, как Бог открывал Аврааму тайны того, что Он And собирается Moses. делать, и Моисею. See, I sit there and I see people in the church Я сижу и вижу людей в церкви, and I think, why? и думаю, почему? Why is their Christian life so shallow? Почему их христианская жизнь такая поверхностная? I'll tell you why. Скажу почему. Because they've not developed the fear of the Lord. Потому что в их жизни нет страха And they're Божьего. not enjoying intimacy with the Holy Spirit. Они не выросли в страхе Божьем и не наслаждаются близостью с And the Богом. reason they aren't Причина, is почему это because так, God, in order to protect them, потому что Бог, чтобы защитить их, is keeping a distance. держит себя на дистанции с ними, So he doesn't have an Ananias and Sapphira situation. чтобы не попасть в ситуацию, какая была у Анании A и Nadab and Сапфиры, Abihu. и Надава, и He is Авиуда. saying, I'm going to develop your holy fear, Он говорит: «Я буду возгревать, воспитывать в тебе святой страх, as well as your love. точно так же, как и любовь. Once you've got that established, И когда любовь и страх then утвердятся в тебе, I can bring you close. тогда я смогу приблизить тебя, Because you'll always know who I am and потому who you что are. ты всегда будешь знать, кто ты и кто я». Are you seeing this? Понимаешь? Because as human beings, Потому что как люди, the tendency у нас есть тенденция, of a human being свойственная людям, who does not have the fear of the Lord,
У человека, который не имеет страха is Господня, they will become familiar. он склонен стать фамильярным. That's what happens with human beings. Это то, что происходит с людьми. I mean, you look at somebody you really respect, Когда ты смотришь на кого-то, кого ты на самом деле уважаешь, but if you don't really respect them, но если нет настоящего глубокого уважения, but you're just in awe of their position, ты просто в восторге от позиции этого if they человека. draw you in, Если этот человек приблизит тебя, you'll become familiar with them. ты начнешь фамильярничать с ним. That's just the way human beings are. Люди так устроены. So God says, И Бог говорит, I have to establish you я должен утвердить тебя in who I am в том, кто я, and who you are. и в том, кто ты. And then once you're established, И после того, как ты будешь then I can утвержден, make you my friend. я смогу тогда сделать Then I тебя can моим begin to show другом, you и я смогу начать all the показывать things тебе that I'm doing. все, что я делаю. Why is it Почему так? that some people say, Что какие-то люди говорят, God just doesn't speak to me, а Бог просто не говорит со мной. while other people say В то время как другие говорят, and know и они how знают God has revealed beautiful truths to them. прекрасные истины, которые Бог говорил и открывал им. It's one thing, Одно дело the fear of the Lord. — страх Господень. Because God said, Дело только в страхе by Господнем. those who come near me, Потому что Бог говорит, I must be regarded. я должен почитаться теми, кто приближается ко мне. Can you say amen? Можешь ли ты сказать аминь? Amen. Аминь. Let me make this statement. Позвольте сказать Fear of the следующее. Lord Страх Господень doesn't mean не означает, that you're walking around like this. что ты ходишь в таком напряженном I состоянии. defined it. Я дал определение страху When you love what he Господню. loves, Это когда ты любишь то, что hate what любит he Он, hates. ты ненавидишь то, что ненавидит Он. It means what is not important to him is not important to you. Страх Господень не означает, что то, что важно для Него, важно для тебя. What is important to him is important to you. То, что не важно для Него, не важно для тебя. It means you obey, Это значит, ты even when послушен, you don't understand, даже если ты не понимаешь, even when it hurts. даже когда больно. It means to tremble at his presence. Это значит, ты трепещешь в Его присутствии. But now let me say this. Теперь скажу следующее. You can be Ты можешь a man or a woman быть мужчиной или who женщиной, fears God, который боится and Бога, you can be laughing hysterically, и можешь при этом истерически смеяться, dancing with joy, танцевать от радости, having a great time, прекрасно проводить время. still have that holy fear. Но этот святой страх все равно остается в Or тебе. you can be serious. Или ты можешь You быть can be weeping. серьезным, рыдать. It doesn't mean И это еще не означает to walk around religious. ходить религиозным. Oh, doesn't mean that. Это не значит, что ты должен быть таким религиозным. If you look at David, Посмотри на Давида. full of emotion. Он полон эмоций. Moses is full of emotion. Моисей полон эмоций. But they fear God. Но они боятся Бога. Are you with me? Ты слышишь? It is the condition of the heart, Это состояние сердца. and it liberates the soul. И оно освобождает душу. Because in the fear of the Lord, Потому Proverbs что says, притчи говорят, что в страхе Господнем there's life. есть жизнь. It's a fountain of life. Это источник You жизни. find somebody who really fears God, Если хочешь посмотреть на they человека, got a lot который of joy. боится Бога, он очень радостный. Yes, they understand seriousness. Да, он понимает, что такое серьезность. 1 minute they're laughing hysterically. А сейчас он смеется до упаду, Next minute they're in reverence. но в следующую минуту он может быть в очень understand what I'm saying? большом благоговении. Ты понимаешь, что я never говорю? forget. Никогда не забуду, When I was preaching Kuala Lumpur, Malaysia, как я проповедовал в Куала-Лумпуре, Малайзии. the Spirit of God filled the building, Дух Божий наполнил это место. and people started laughing hysterically И all over люди the building. по всему залу начали смеяться истерически. Laughing so hysterically. Это была такая истерика почти что, Some were rolling on the floor, holding their guts, rolling back and forth. что некоторые катались по полу, держась за живот. It was a Bible school, the largest Bible school in Malaysia. Это была самая большая библейская школа в Малайзии. Pastors that were there for all over the nation. Пасторы съехали сюда со всей страны. And I'm watching Indian лadies, И я вижу, как она индийская женщина, people from the Solomon Islands, как люди с Соломоновых островов, New Zealand, с Новой all Зеландии, over that area. со всех тех Laughing стран. hysterically. Люди смеются просто And истерически. then the Lord spoke to me. И Господь говорит мне, He said, I'm coming one more time. Он говорит, я приду сейчас еще раз, This is going to be different. но это будет уже по-другому. And I remember Я помню, watching some of the people that were laughing hysterically. я наблюдал за теми людьми, которые только что смеялись до All of a упаду, sudden they were screaming like they were on fire. и вдруг они начали кричать, как будто их подожгли. He was baptizing them in fire. Он крестил их в огне. Oh, my. Ой-ой-ой-ой. I remember Я помню, the thought came to me. как ко мне пришла You мысль. say one wrong word. Скажешь одно неправильное You make слово, one wrong move. неправильное движение сделаешь, You're dead. мертвый There будешь. was such an awesome presence of His Spirit. Было настолько дивное присутствие Его Духа. Here they were, 1 minute laughing И вот они минуту смеются, in reverence to God. и потом And the в next благоговении, minute, there was such an awesome presence. они минуту смеются в почтении к Богу, но через минуту дивное присутствие. Do you see what I'm saying? Понимаете, что я It is говорю? where you're firm in your position Это когда ты тверд and in His. в своей позиции и в Его. Amen. Аминь. Have I helped you this morning? Я помог вам чем-то сегодня утром? Amen. Аминь. Hallelujah. Аллилуйя. Amen. Аминь.